Расположенный в Черкасской области 88-тысячный украинский город Смела балансирует на грани ввода чрезвычайного положения. Причина в том, что в населенном пункте так и не начался отопительный сезон. Чем дальше отопительный сезон, тем толще евроинтеграция, сообщают нам внимательно следящие за успехами ЦЕ Европы ехидные тролли Путина. Вот недавние вести с полей. В Смеле, Черкасская область, готовится объявить чрезвычайное положение. 80 тысяч жителей города без тепла. Больницы, садики, школы. Да ладно вам, без виз же, еще и Томас скоро, а потом и НАТО. Число жителей преувеличили, на самом деле там 68 тысяч человек, но в остальном это не выдумки кремлевских пропагандистов. Если сходить на украинские сайты, например, украинскую редакцию РБК, то нетрудно убедиться, что информация достоверная. Как сообщается, в городе так и не начался отопительный сезон из-за долгов перед поставщиками газа. Так, при сильном падении температуры учебные заведения 68-тысячного города могут закрыть на неопределенное время. Отмечено, что ООО «Черкасыгаз» прекратила подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия «Смела Энергоинвест» в размере более 200 миллионов гривен. В 2010 году Горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали. Очень интересный момент. Горсовет передал эффективному собственнику котельные и теплоцентрали еще в 2010 году. Но до февраля 2014, пока не свергли клятого Януковича, никаких проблем с отоплением в Смеле не было. А как началась окончательная евроинтеграция, так и понеслась душа в рай. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит мэр Смелы Алексей Цыпко, изо всех сил стараючийся использовать державную мову. Чому появилось у нас Газімпекс, який жодним чином не має можливості приймати субсидії і субвенції? Чому, яким чином в процесі опалювального періоду піднімається в одностороннім порядку, піднімає цей трейдер нам на 800 гривень ціну на газ і без жодних узгоджень ні сесії, ні Смілянської ради не було ці наміри ні сказано, ні затверджені в одностороннем периоду. Думаю, достаточно. Итак, что мы узнали из этого потока патриотического косноязычия? Что новая майданная власть во главе правительства, которой стоит черкасский земляк смелян Вова Гройсман, отдал поставку газа какому-то новому юридическому лицу под названием «Газимпекс». Информация об этой конторе есть в открытом доступе. И оттуда нам нетрудно узнать, что это рафинированные украинские патриоты, головной офис которых расположен в Ивано-Франковске, на улице Гетьмана Мазепы. Да, кстати, и размер уставного капитала этой фирмы, терроризирующей отключением от отопления 68-тысячный город, знаете сколько? 1000 гривен. То есть немногим больше 2000 рублей. Впрочем, возможно, речь идет и о другой фирме с аналогичным названием, зарегистрированной в Днепропетровске. Но это совершенно не важно. Важно другое. Рыночек порешал. То есть проблемы смелян – это последствия воцарения на Украине той самой евроинтеграции, которая открыла ворота звериному капитализму даже не в стиле 90-х годов прошлого века, а гораздо хуже. Чем выше будет цена на газ для населения, как того требуют маячащие за спиной всех этих газимпексов МВФ, тем больше на Украине станет происходить ситуации, подобной Смеленской. И тем больше мы увидим на YouTube мэров, пытающихся лепетать на мове, что с местными советами никто повышение цен не согласовывал. А с чего бы это мнение местных советов должно волновать людей, пришедших к власти по трупам майданных баранов-активистов? Сколько человек из Смелы ездило в 13-14 годах в Киев на Майдан? А туда же поддержать Беркут. А карателями в Донбасс? Ешьте теперь, пока не подавитесь. Или, может, у вас хватит духу Смеленскую Народную Республику объявить? Оружие-то по Украине достаточно гуляет, а?